Привет! Сегодня мы поговорим о бафах. Что это такое, чем они так хороши и как их использовать. Бафы появились в начале 90-х годов. Их создателем является испанский заядлый мотоциклист, который очень хотел придумать какой-то аксессуар, который бы служил ему одновременно и шарфом, и защитой от пыли, и неким головным убором. Он начал экспериментировать на своей семейной текстильной фабрике и долго подбирал материалы, подбирал крой, и в какой-то момент он придумал вот такую вот конструкцию, бесшовная труба из ткани типа микрофибры. У такого простого аксессуара есть очень много возможностей использования, и поэтому он получил такую большую популярность в среде и туристов, и горнолыжников, и альпинистов, и просто любых городских жителей, которые просто хотя бы однажды познакомились с этим аксессуаром. На сегодняшний момент ассортимент бафов сильно расширился по сравнению с тем периодом, когда они только появились. И кроме классического варианта, вот такого тонкого бафа, появились уже в версии с утепленным низом, где часть бафа сделана из флиса. И есть также вариант, когда флисовая подложка идет по всей площади бафа. Это такой зимний вариант. Рассмотрим, каким образом можно его использовать. Изначально, собственно, сама идея этой конструкции была сделать некий шарф, который бы не разматывался на ветру, не мешал обзору и был удобен в использовании. То есть вот такое использование наиболее классическое, когда баф одевается на шею. При необходимости его можно чуть приподнять, прикрыть рот или даже нос. Такой вариант используют и велосипедисты, и горнолыжники, если представить, что здесь горнолыжная маска. Таким же образом носят бафы иногда альпинисты, когда восходят на вершину горы и им нужно защитить лицо от сильного ветра. Таким образом, баф является отличной альтернативой классическим шарфам. Это очень удобно для использования с детьми, которые не очень любят вот эти вот намотанные шарфы. Это также достаточно комфортно можно использовать из городской одежды, если выбрать нейтральную расцветку. Мало того, компания BAF предложила на рынок более городские версии, нечто похожее на плюш или такой мягкий флис, то есть вещь, которая идеальным образом сочетается именно с городской одеждой, с дубленками или с пальто. Итак, способ первый, классический BAF, он же шарф. Второй способ, один из самых популярных среди аутдорщиков, это BAF, который заменяет балаклаву. Буду уже показывать на себе. Если надеть баф таким образом, он превращается в косынку. Если мы надеваем горнолыжную маску, он заменяет подшлемник. В случае, если подул сильный ветер или мы попали в пургу и хотим закрыть свое лицо от мороза, достаточно подсобрать часть материала снизу и поднять наверх. Таким образом у нас получается балаклава. Причем, я сниму. Причем подобные версии, это балаклава плотная, у нее в области носа и рта двуслойный материал. Если мы собираем таким образом и подгибаем уголочки, то получается однослойный материал, он лучше вентилируется, больше выходит пар и, соответственно, меньше будет изморози. Стоит понимать, что у нас надет шлем, и то, что мы подгибаем вот таким образом, будет зафиксировано и шлемом, и маской. Итак, способ второй – балаклава. Раз уж баф оказался у меня на шее, следующий логичный способ – баф превращается в повязку. У меня сейчас будет очень прикольная прическа с начала 90-х годов. Таким образом мы можем защитить уши от задувания ветра. Таким способом носят баф бегуны или туристы, когда им не нужно закрывать голову от солнца или от холода, но стоит закрыть уши от попадания ветра. Соответственно, можно сложить баф более аккуратно и сделать многослойную повязку, которая будет еще надежнее защищать уши от ветра. Она, может быть, будет немножко аккуратнее смотреться или не будет. Носить ее таким образом. Ну, если у девочек волосы собраны в хвост, у них не будет такого шухера, как у меня. У меня же, да, выглядит довольно прикольно. Итак, баф, повязка на уши.
Следующий популярный способ очень удобен, когда вы собираетесь либо на прогулку, либо на катание на лыжах или куда-либо еще. И, казалось бы, вам нужно взять шапку, но вероятность того, что вы будете ее использовать, крайне мала. Итак, как превратить баф в шапку? Стоит вывернуть баф наизнанку, сделать пару оборотов одной из сторон и собрать его обратно. Это можно сделать на руке или непосредственно на голове. В данном случае у меня получилась вот такая шапка, то есть здесь закрывается дырка благодаря перекрутке. Не вижу себя в зеркало, но как-то так. То есть уши у вас закрыты, лобная часть закрыта, все достаточно легко и просто. Если вы катаетесь на горных лыжах и вдруг решили отдохнуть, сняли шлем, сняли баф, который выступал в роли подшлемника, вывернули, надели по-другому и, пожалуйста, отдыхайте, шея свободна, лицо дышит, вы в шапке. Как это сделать на голове? Примерно так же. Одеваем баф наизнанку, поднимаем трубу, делаем пару оборотов и опускаем обратно. Если вы используете баф утепленный, соответственно, шапка будет сильно теплее. Как-то так. Итак, баф шапка. На нашем манекене представлен вариант, когда баф работает в качестве банданы. Есть как минимум 3 способа, как сделать бандану из бафа. Начнем по порядку. Итак, вариант, который представлен на нашем манекене. Мы одеваем косынку, как она есть. Верхний край просовываем в дырку. Расправляем. Получаем одновременно и косынку, которая может при желании закрывать уши или быть открытой. И в то же время мы закрываем шею от солнца, чтобы кожа не обгорела. Итак, косынка — способ первый. Способ второй. Как сделать примерно то же самое, только чуть быстрее. Опять же берем баф изнаночной стороной. Просто кладем его на голову, отгибаем и делаем вот такой подворот. Шея по-прежнему закрыта, косынка по-прежнему закрывает уши, либо открытая версия, как вам удобнее. И третий способ, самый минималистичный, то есть это альтернатива классическим банданам, которые мы повязываем, такие треугольнички повязываем на голове. Берем трубу, вот таким образом стягиваем. У нас образуется посередине узел и 2 независимых кармана. Вот один из них мы должны превратить в свою балаклаву. Такую версию, как правило, выбирают мужчины, у них стрижки короче. Сделать красиво и аккуратно — это куда проще. Ну, как-то так. Сзади совсем минималистичный узел, который не прикрывает шею. Сверху закрыта голова от солнечных лучей. Мы рассмотрели основные способы использования бафа в качестве головного убора, но существует на самом деле еще уйма вариантов, что вы можете с ним делать. Вы можете использовать его как напульсник. Если вдруг стало жарко, вы сняли с головы и надели на руку. Вы можете использовать его в качестве полотенца после тренировки или в походе. Девушки могут надевать баф в качестве резинки для волос. Вариантов много, делитесь ими в своих комментариях. Всем будет интересно. Еще пару слов, чем отличаются бафы друг от друга. Ну, во-первых, есть версия для взрослых и есть версия для детей. Детские бафы отличаются, ну, во-первых, размером. Они чуть-чуть уже и несколько короче, чем взрослые. Во-вторых, детские бафы, конечно, имеют совершенно другую расцветку. Это могут быть какие-то мультяшные персонажи или просто такие детские забавные принты. Часто именно детские бафы делаются
со вставкой из флиса. Это отличный способ заменить классический шарф в зимний период. Таким образом, вы можете одновременно защитить ребенка и от задувания ветра в область горла и заменить шарф. Что касается взрослых моделей, то принципиальное отличие вот именно в классических бафах может заключаться в используемом материале. Так, например, бафы, сделанные из материала Coolmax, будут более предпочтительны в летний период, потому что они быстрее впитывают воду, быстрее сохнут, и, соответственно, именно летом, когда идет максимально большое потоотделение, это будет лучшим вариантом. Непосредственно компания BAF существует с 90-х годов. С тех пор, естественно, что популярность ее продукции сильно выросла, и у компании появилось очень много последователей. Кто-то делает достаточно качественно, кто-то нет. Стоит отметить, что именно бафы классические, бафы фирмы BAF служат очень долго, то есть в течение десятка лет, как минимум, можно быть уверенным, что края не разлохматятся, ткань не потеряет своих эластичных способностей, то есть она и после стирки, и после длительной носки не съежится и не превратится в какой-то непонятный, бесформенный, бесцветный кусочек тряпки. Лично у меня есть BAF, который служит уже больше 12 лет, и выглядит он ничуть не хуже, чем в день покупки. Итак, покупайте бафы себе, покупайте их своим друзьям, это всегда отличный подарок, выбирайте веселые расцветки, пускай их будет много. Если у вас есть какие-то свои собственные способы использования бафа, пожалуйста, пишите в комментариях, мы с удовольствием поделимся ими с нашими зрителями. Подписывайтесь на канал, всего доброго!